Не то видно, не то включил Discord. Буквально момент. Сейчас. Вот же она. Да. Сейчас. Во, видно? Да. Собственно, хотелось рассказать про то, что на рынке происходит. Мы с октября у нас видно, да, демонстрацию, Андрей? Да, видно, конечно. Я все вижу. Да, мы с октября находимся в падении таком. Для некоторых это какая-то новость от этого падения. Народ где-то в каких-то ресурсах я слышу, что мы еще не определились, где находится рынок, а для большинства криптонов, которые в этом рынке с 16-17 года, все очевидно. Переживали такое уже не раз, и в целом полезно бывает посмотреть на наложение этих графиков, как себя вела цена, да, на разных циклах. И циклы можно считать по-разному. Вообще всем известно, что рынок крипты, он отличается хорошей цикличностью, задаваемой динамикой биткоина, у которого есть халвинги каждые 4 года. И в целом цикличность биткоина задает темп вообще всему рынку. Вот. Поэтому бывает полезным посмотреть наложение этих циклов, и есть несколько подходов. Некоторые смотрят от халвинга до халвинга динамику цены, да, ну индекс цены, который там от одного халвинга до другого происходит. Но вот от халвинга до халвинга, если смотреть, да, здесь представлена на презентации платформа BlockLens наша, интерактивная, где можно динамически менять ряды, строить свои собственные формулы над данными и свои собственные метрики выводить из исходных данных. Там есть еще куча MCP интеграции, да, там можно удобно там, в курсор, в код запихать по API ключу доступ, и ваш, собственно, LLM сразу резко поумнеет. Вот, то есть у нас такой подход и нативный к разработке этого проекта. Так вот, возвращаясь на халвинги, да, на циклы, по халвингам, ну, какой-то однозначной динамики сложно увидеть, а если посмотреть на графики, отсчитываемые от дна до дна, да, то там уже ситуация проявляется лучше, да, то есть вот от дна до дна график, здесь пока плохо, да, видно, но в целом вершины двух предыдущих циклов практически совпадают с точностью до дня, да, там, то есть вот здесь вот в октябре, 6 октября у цикла 18-22 года была вершина, там, в районе 24 октября была вершина у цикла 15-17 года, то есть вот в целом вершины почти совпали, и самое что интересное, дно этих циклов тоже практически совпало, да, то есть вот внутри четырехлетнего периода у одного дно было там, если накладывать, ну, там 20 октября, а второе вот здесь произошло. Соответственно, видна хорошо цикличность. Цикл 11-15 года здесь выбивается. Но больше всех мне сейчас нравится на график смотреть, который позволяет циклы от вершины до вершины рассматривать. Он вообще идеально ложится. Ну, понятно, если график 11-13 годов, тут как бы все, картинка смазанная, да, потому что цикл еще там формировался, регуляторная неточность. Вот, и я его обычно исключаю. Вот, если его исключить, то картинка однозначная. Вот, все циклы накладываются друг на друга, да, и дата вперед от последней вершины откладывается на этом графике. То есть у нас вершина all-time high по биткоину был 6 октября, 126 тысяч мы видели. Соответственно, можно посмотреть его динамику, да, вот мы сейчас где-то в просадке там определенной, получается 52%, да, потому что индекс 0,48 сейчас. И где можно ожидать дно? Ну вот дно просматривается вот здесь по всем предыдущим трем циклам, да, это 12-летняя история, если ее друг на друга накладывать. И можно легко увидеть, что, ну вот ориентир там, ноябрь, октябрь, да, от октября до ноября можно ожидать этого дна. В Мгм. пользу вот этой теории говорит еще тот факт, что сейчас очень большой хайп IPO истории, да, SpaceX известный, достаточно серьезно сыграл. Вот, все ждут IPO Антропика, и там классика жанра, оценки инфлированные, и там через какое-то время наступают анлоки у инвесторов, да, и начинается как бы литье в рынок.
этих акций, начинается падение этих Мгм. акций, за ним вот часто начинает следовать падение других акций, технологического сектора. Все это рано или поздно приходит в крипто. Вот. По классике, там, между такими супер успешными IPO и охлаждением большим на equity рынках происходит как раз несколько месяцев. Все выпадает как раз на осень. То есть, по нашим прогнозам, в целом, я вижу, что осенью можно ожидать такую хорошую точку, где может быть дно. Да? Это такой тезис номер один. Он очень Да, но простой. в каком Мгм. уровне, если по биткоину мы смотрим? То есть это 40 Да, тысяч, 30 тысяч? да, сейчас про уровень отдельно. Да, Давай сейчас про тайминги, да, там дна и вершины, а потом как уровни можно определить. Ну, вот какой мы подход себе выработали. Нам он кажется таким вполне разумным. Вот по таймингу дно это октябрь, ноябрь, ну, по нашим ожиданиям, да, можно ожидать на рынке. А вершина цикла как раз, если тоже точно так же накладывать, вот два предыдущих цикла отлично сработали, да, вот они практически день в день совпадают при наложении друг на друга. Ну вот, там следующий цикл отличается тоже на пару месяцев. На четырехлетнем цикле это вообще ничто, да? Вот, соответственно, да. вершину можно ожидать как раз к концу лета 29 года, осень 29 года. То есть вот пока по таймингам такой у нас расклад, да? Теперь по уровням цен и вообще как эти цены определять и вообще какой подход в ончейн аналитике существует. Идеально, на самом деле, работает штука, которая позволяет отслеживать себестоимость различных групп участников. Я сейчас открыл график, называется реализованная цена на этом графике. Значит, вот эта реализованная цена, она показывает себестоимость. Ильяр, привет. Вот, она показывает по факту средневзвешенную себестоимость двух, ну вот в частности на данном графике, двух когорт основных. Ончейн-аналитики там делят всех держателей биткоина на две основные группы. Это те, кто держит до 155 дней в среднем, и те, кто держит после 155 дней в среднем. Что значит в среднем и почему такая странная отсечка, да, в 155 дней? Но они провели в свое время исследования, посмотрели, как расходуются непотраченные выходы, и увидели, что вероятность траты выхода после 155 дней драматически падает и выходит вообще на плато. Вот. И отсюда сделали вывод, что в целом можно все когорты поделить на две вот таких части, да, там долгосрочных холдеров и долгосрочных холдеров, потому что у них структура расходов там, временная, она сильно отличается. А потом они делали усложнения, догадались, что неправильно делить жесткой отсечкой, да, в 155 дней, а правильно делить отсечкой, которая такая сглаженная, такую сигмоиду накладывает веса. То есть, грубо говоря, если биткоин какой-то в непотраченном выходе лежит 155 дней ровно, то они его относят на 50% к срочным холдерам и на 50% к долгосрочным. Если он больше 200, 200 дней лежит, то это практически на 100% относится к долгосрочным холдерам. Если меньше 100 дней лежит, то практически на 100% относится его к краткосрочным холдерам. То есть вот такое вот деление они сформировали. Там методически не совсем точно это все, да, потому что они смотрели по непотраченным выходам. Непотраченные выходы содержат в себе очень много пыли, да, там, когда мало биткоинов, то есть правильнее гораздо смотреть по объему биткоинов, да, которые лежат. Но в целом ончейн-аналитика пошла вперед, да, там, и все взяли за основу такое деление долгосрочных и краткосрочных, чтобы в том числе и данные можно было сравнивать между платформами. Вот. Сори за такой длинный спич, да, там, и Мгм. погружение в то, вот как это деление делается, но как бы базу хочется понимать, как вообще это деление делается. И зная там, время, да, когда биткоин зашел в непотраченный выход, сколько он там пролежал, можно сопоставить цену в момент захода, да, этого биткоина. И в среднем можно тогда брать средневзвешенное значение этой цены по разным группам участников. Вот мы это и делаем. У нас получается определить таким образом так называемую реализованную цену. Да? По-другому говоря, это просто себестоимость вот, для этой когорты участников. И что, вот этот график уже давно висит, да, пока я тут Мгм. вещаю, соответственно, что из него
очень хорошо видно. Прям такая картинка, она очень простая, я очень люблю показывать там и инвесторам нашим, и вообще всем. То есть каждые 4 года, ну, точнее так, каждый цикл, у нас цена пробивает значение ниже, чем себестоимость долгосрочных холдеров. Это здесь происходило, здесь. Вот каждый цикл это практически происходит. В текущем цикле этого еще не произошло. Да, то есть это вот тезис номер один. То есть дно находится там, где цена пробивает себестоимость долгосрочных холдеров. Я сейчас могу увеличить немножко, да, так чтобы народ там не углядывался. То есть вот чуть-чуть вот таким вот циклом сделать. То есть вот, да, хорошо видно цена, пробила вниз себестоимость долгосрочных холдеров Мгм. и как бы дальше оторвалась наверх. И тут все в этом дне там пострадали. Ну вот самый ранний цикл, тут еще не совсем так, да, там себестоимость подрастала, цена вроде пробила, да, там вниз первый раз, потом пробивала еще раз, то есть здесь еще рынок не устоялся. Но все последующие разы, то есть это было прям происходило один раз, потом долго страдания, да, были у долгосрочных холдеров, долгий период. Цена ниже, то есть это получается, что долгосрочные холдеры в убытке постоянно. Вот. И как бы вот в каждом цикле это происходит, такое событие, да, вот, то есть то же самое, да, вот здесь происходит это событие там, в 2022 году. Ну вот, а сейчас мы видим вот такую картинку, да, цена, она как бы приближается, но еще не доходит. То есть вот Есть первый вопрос? тезис. Да. Так, смотри, вопрос такой. Ты говоришь, долгосрочные холдеры убыток. Я вот хотелось бы как бы некоторого ликбез. Как может быть долгосрочный холдер в убытке в моменте? Ведь именно поэтому он долгосрочный, потому что он в долгосрок. И нельзя сказать, убытки он или нет в моменте. К чему ты хочешь Да, пойти? да, смотри, если брать всю когорту в целом, да, и посчитать среднюю их себестоимость, и если эта средняя себестоимость будет выше, чем цена текущая, то в среднем, вот все, если все биткоины, которые принадлежат долгосрочным холдерам взять, то в среднем они будут в убытке. Понятно, что у тебя будут холдеры, которые в огромном профите, вот, внутри этой когорты, и будут те, которые в большом убытке. Но вот если ты все позиции будешь результат финансовый складывать по всем их позициям, то в среднем ты получишь убыток. Вот, то есть это вот так вот работает агрегация, да, то есть ты сагрегировал всех в какую-то группу, да, сказал, вот все, кто хранит больше 155 дней. И вот по этой группе у тебя есть некоторое усредненное значение. Это очень крутой вопрос на самом деле, и мы считаем, что смотреть нужно группы часто более детально, и нужно смотреть не только нереализованную, да, их прибыль, потому что вот этот показатель, реализованная, да, цена, он говорит про то, какая нереализованная прибыль как раз у этих участников. А есть еще такое понятие, как реализованная прибыль. Вот, это мы сейчас отдельно про него, про это понятие поговорим. Но вот я хотел какой тезис сказать, что индикатором дна очень часто выступают как раз те периоды, и это очень хороший и крепкий индикатор, он повторяется из цикла в цикл, и он редко случается, и практически всегда он соответствует истине, да. То есть у нас еще не было ситуации, когда рынок находился на дне, и долгосрочные холдеры в среднем были в профите. Да? Вот, то есть вот таких ситуаций не было. Поэтому индикатор считается достаточно сильным и информативным, и когда вот это событие наступает, да, то есть как необходимое условие, тогда, ну, можно сказать, что мы точно там на дне находимся, да, потому что все предыдущие разы это происходило. Вот. Где это дно? Вот как обычно это дно формируется? Мы посчитали, получили в среднем от 15 до 20% убытка, когда по нереализованным позициям долгосрочных холдеров есть убыток, то там цена достигает своего дна. Вот. Логически, да, и психологически это объясняется следующим образом. То есть все, кто сидел в убытках долгое время, да, представь, там, купили 3 года назад, держали этот биткоин, вроде видели большие прибыли, и тут бац, как бы они опять там докупали этот биткоин, усредняли свою позицию, да, и тут бац, у них опять убыток. То есть слабые руки фиксируют эти убытки, выходят с рынка и говорят, что крипта это скам,
да, а сильные руки, они остаются, и у тебя получается вот это избыточное давление фиксирующих убытки или там прибыли фиксирующих, да, забирающих хоть какие-то остатки от своей нереализованной прибыли участников. Вот это вот продающее давление, оно истекает постепенно, и рынок ну, находит определенное такое стабилизирующее дно, да, в этом смысле. Соответственно, сейчас у нас себестоимость у долгосрочных холдеров 49,5 тысяч, да, 49 600 почти. Вот, цена сейчас там, ну, в районе 60 тысяч, да, у нас. Ну вот, первое, да, что можно сказать. Себестоимость долгосрочных холдеров, она меняется достаточно плавно, да, потому что этих холдеров на рынке около 70%, да, то есть если вот там посмотреть, да, на supply, то есть вот их у нас там 16,6 миллиона биткоинов у долгосрочных холдеров. Всего биткоинов у нас около 20 миллионов, да, то есть получается там больше 70% у нас держат биткоины долгосрочные холдеры. И вот любое, возвращаясь к графику, да, то есть вот цена долгосрочных холдеров, она меняется очень плавно. Вот это первый тезис. И второй тезис, да, что дно достигается, когда они в убытке на 15-20% находятся. Ну и здесь можно прикинуть, у нас есть это в отдельной модели, я про нее в конце хотел рассказать. То есть можно замоделировать то, какой будет цена к октябрю, например, этого года. То есть эта модель, она не будет давать на самом деле большую ошибку, да, там модель цены долгосрочной, модель себестоимости долгосрочных холдеров. И там будет как раз там в районе 48 тысяч, да, там она будет снижаться скоро. Вот эта себестоимость по нашему прогнозу, там и все модели это говорят, что она будет снижаться. Вот. Ну, снижаться не критически, не вот как себестоимость краткосрочных холдеров, да, когда она там падала вот здесь 104 у них, а вот здесь уже у них там 70, да, тысяч. Потому что краткосрочные холдеры, они на то и краткосрочные, что они там часто покупают, продают, там быстрые свои позиции. Вот. Ну и вообще в целом себестоимость долгосрочных холдеров, она резко не снижается и сильно не снижается. То есть вот здесь она там была, например, да, 2019 год, 4500, ну, снизилась до 4000 на 10%. Все, а дальше она опять растет, потому что в среднем в эту когорту долгосрочно вливаются те, кто были краткосрочными и не продали. Да, то есть вот они как бы зреют, переходит этот диапазон 155 дней и начинают учитываться уже в когорте долгосрочных холдеров, тем самым повышая среднюю цену входа, да, там среднюю себестоимость для всей когорты долгосрочных холдеров. Вот, ну то есть смысл такой, будет в районе 48 тысяч себестоимость у долгосрочных холдеров, минус 15-20%, диапазон это 41-45 тысяч долларов по биткоину. То есть это вот как ориентир для дна внутри этого цикла. Отвечая на твой вопрос, Андрей. Извини, что так долго, но вот я хотел... Да, это все интересно. Я послушал, ну, про рынок в целом, а хотелось бы послушать, как работает Blocklands и как здесь, что здесь вообще можно делать. Это очень интересно. Кстати, да, Да. я хочу напомнить, у нас вы можете получить Enterprise подписку, если пройдете пару вопросов на сайте. Все подробности есть в описании под видео. Вот. Насколько я понимаю, это, ну, аналитическая система, здесь подключена АИшка, и с ней как-то можно взаимодействовать. Я просто еще не успел попробовать, мне было бы интересно, если бы ты рассказал об этом. Да, расскажу. То есть на самом деле вот аналитическая система, которая мы сделали, она базируется на объективных данных, на анализе, там строгими скриптами все обшито, да, на все эти расчеты делаются у нас на ежедневной основе, мы в основном дневные данные делаем. То есть Blocklands идеально подходит для людей, трейдеров, да, которые держат позиции в долгую, да, или среднесрочно, и которые хотят понимать тренды, куда все движется и как движется. Вот. То есть это вот наша целевая аудитория, всякие там аналитики фондов, криптомедиа, просто трейдеры, да, там, которые там торгуют. Но те, кто внутри дня торгуют, для них мы не будем особо полезны. Вот. А те, кто торгует там с горизонтом, да, там месяц, от месяца и более, для тех мы будем достаточно сильно полезны. Значит, мы собираем данные в основном ончейн, вот, но и собираем все, что около ончейна, что может влиять на
на цену биткоина, и в планах у нас подключить эфир, Solana, Ton, Tron, соответственно, вот такого рода сети. Это раз. Да? Теперь по поводу ончейн помощника и помощника. Мы его сделали специально как такого агента, у которого очень много возможностей. То есть, как мы шутим, мы его тестили, мы в него вшили много скиллов и харнесов, да, там, которые ему позволяют очень хорошо на наших данных и используя факты и знания о рынке, которые мы через себя пропустили, выдавать хорошую качественную аналитику, в том числе там PDF-репорты, в том числе его вообще можно просить о том, чтобы он тебе делал обзор новостей. Ты можешь его подключить себе вообще к Телеграму, да, там вот как раз почему мы просим ответить на пару вопросов, подключить Телеграм-аккаунт. Его как бота в Телеграме можно использовать, с ним общаться, он будет использовать под капотом, соответственно, нашу платформу и будет выдавать все данные по нашей платформе. Вот. Вот, наверное, так. Да, и этот бот, помощник, да, он работает как агент на базе Гермеса. Вот, у нас используются LLM-ки китайские, Кими здесь. Кими хороша для аналитики данных, дает достаточно щедрые кредиты, да, там для пользователей. И позволяет нам выдавать хорошие результаты, конечные, итоговые. Вот, Вопрос. то есть, да. Ты говоришь, что вы используете Гермес, а ты можешь сказать под ваш контекст, сколько Гермес создал скиллов? Он же там развивается. Как вы его там прокачали? Сколько там, 100-500 скиллов уже у вас там родилось? Ну, смотри, там есть возможность ограничить ему создание скиллов. Вот. И мы хотели сделать так, чтобы этот агент, он адаптировался под нужды конкретного пользователя самого. То есть, если пользователь его использует часто, использует по каким-то задачам, то гермесы будут внутри контейнера этого пользователя создавать себе скиллы. Вот, чтобы улучшить свою работу. У него есть базовые скиллы, да, там и обвязки, там research обвязка, ты можешь его попросить, сделай мне большой обзор по биткоину, да, там еженедельный или там ежемесячный, вот, и присылай мне его ежемесячно. И он это будет делать, он по крону хорошо работает, вот, и он будет использовать наши скиллы, research скиллы. У нас там много движков внутри, у нас есть API-шка внутри блокленса, которая графики красивые умеет отдавать, и настраиваемые графики. Умеет сырые данные выдавать, да, там в JSON, как удобно, да, там в CSV-шках и так далее. Вот, поэтому в целом бот адаптируется под каждого пользователя отдельно. То есть, если пользователь использует его там в light режиме, да, там, ну, он будет базовые скиллы, которые мы ему прокачали, использовать. Если использовать жестко там под свои цели, то будет постепенно формировать свой набор скиллов, да. А может, попробуем что-то сделать, что-то проанализировать, придумаем задачу и в онлайне это Давайте. сделаем. Давайте, да, сейчас как раз у всех презентации, заодно посмотрим. Он должен работать, поэтому я надеюсь, что все пройдет хорошо. Можем, например, его попросить, знаешь, что сделать, попросить его прогноз, да, там, насколько, это же ишка будет полностью делать прогноз, не мы, вот, спрогнозировать, где и когда может быть дно, да, там, и какая там будет цена. Давайте так попробуем сделать. Да, кстати, этого бота можно ему задать душу, естественно, да, там стиль общения, там очень прикольно получается, если ему сказать, что он Марвин из «Стопом по галактике», там особенно весело, я ловил много лузов с этого. Ну, то есть, в целом можно развлекаться как угодно, это полноценный агент, вот, который будет с вами общаться, и, повторюсь, он и в Телеграме, и на сайте, он шерит контекст, вот, то есть, все, что вы пишете в Телеграме, он подхватывает на сайте и наоборот. Соответственно, так, давай спрогнозируем цену биткоина. Давай спрогнозируем дно биткоина, когда оно может быть и какой будет цена на дне. Все, он пошел думать, он немножко такой медленно думающий, медленно отвечающий, но Ну, это отвечающий хорошо, естественно, поэтому да. да.
Нужно набраться терпения, да, там вот поставили эту крутилку, да, там такую, чтобы люди ее читая хоть как-то развлекались и не скучали. Вот, но мы пока с вами, пока он думает, можем обсудить еще пару интересных находок и фактов, да, там по поводу, я его пока вот, наверное, вот так вот сделаю, да, пусть он там думает. Вот, из полезного, да, еще, что хотелось вот для комьюнити рассказать, что мы видим. В даунтренде, да, когда даунтренд начинается, вот мы вершину прошли здесь 6 октября, видно, что цена упирается в себестоимость краткосрочных холдеров. Это неочевидный факт, я его не замечаю, что там CryptoQuant постоянно рассказывает или Glassnode постоянно рассказывает, они вообще как-то мимо этого проходят, они любители построить всякие там из теханализа 200-дневные скользящие средние, там еще какие-то скользящие средние. На самом деле все эти скользящие средние это приближение к фактическим себестоимостям, которые можно посчитать ончейн. Вот, и на наш взгляд, вот ончейн данные, посчитанные, да, там по блокчейну, по сырым данным, они гораздо более точные и тебе дают гораздо более точную картинку. Вот, и вот важный факт, который есть, что цена упирается в себестоимость, да, она иногда ее превышает, но все равно упирается в себестоимость краткосрочных холдеров. Как мы себе это объясняем? Очень просто. Вот у вас даунтренд, вы там купили биточек, да, залетели на хаях, там по 125, например. Сидите уже месяца 3 в убытках. У вас все плохо. Вы продолжаете докупать его, там DCA делает, да, там усреднять свою позицию и прочее. И как только биток позволяет вам в среднем выйти в ноль, возникает у ряда краткосрочных холдеров возникает стойкое желание свою позицию прикрыть. Да, ну, то есть, как бы перезакупиться чуть пониже, да, потому что есть Да, передать даунтренд, момент имеется в виду. да, да. И это создает продающее давление, соответственно. И поэтому цена упирается сверху в себестоимость краткосрочных холдеров. И самое, что интересное, то есть вот этот вот паттерн поведенческий, да, вот в даунтренде, он происходит практически всегда. То есть вот если смотреть, да, вот предыдущий цикл, вот у нас здесь был там ноябрь, да, FTX краш, как бы, ну, там, точнее так, ноябрь еще не FTX краш, да, а вот в ноябре у нас была вершина 2021 года, вот, и потом мы как бы начали снижаться, и вот то же самое, цена упирается, цена опять, где у нас тут, да, цена опять упирается вот здесь, и вот в целом очень хороший показатель, который очень много кто игнорирует, да, там в своих прогнозах. То есть, где можно искать локальные точки выхода, да, и где точно не надо заходить, да, то есть вот эти вот пробивы этой цены, это точно не показатель того, что рынок резко развернулся. И вот здесь то же самое было, ну, то есть вот на каждом даунтренде этот график, он прям идеально повторяется. Вот, поэтому такой ценный лайфхак для тех, кто зашел на этот стрим. Я надеюсь, что эта штука будет полезной. Вот. Это, наверное, вторая вещь, да, пока. А вот нам Бадди уже что-то ответил. Давай посмотрим, что он нам ответил. Так. А С есть кучей возможность метрики. развернуть на весь экран? Да, конечно. Сейчас мы даже так сделаем. Мгм. Вот. Ну, он проверяет сейчас цена какая, локальное дно. 30 июня было, дни с пика на 270. Сравнить с историческими ценами. Пишет, видишь, что еще не капитуляция. Берет нупл, это net unrealized profit loss. Вот, ключевое наблюдение. Так, что с графиком? Почему график не построил нормально? Кстати, сделал ссылку на этот. Так, сейчас, подождите. Ну вот, как я и говорил. Как-то у нас тут начался. Во. Ну, эффект презентации. График почему-то не простроился. Ну, должен простраиваться график красивый. Поэтому он говорит, что еще тут не коррекция, текущее движение, полноценный медвежий рынок, а не просто коррекция. Капитуляция может быть еще впереди. Вот сценарный прогноз он делает. Первое. Дно уже достигнуто, вероятность 35%, умеренная капитуляция 48,53, глубокое дно 39,45. Ну, видишь, он попадает примерно точно в то, что говорим мы, да, там в 41-45 у нас диапазон. Да, 40% это у вас получается как раз на ноябрь месяц. Да, вот Да, третий или четвертый да. квартал. Угу.
Да. 48, Ну, вот то, 53 что... по цене. Мгм. Да. Интересно. Ну, то есть вот в целом это чистая яишка, мы ничего не подсказываем, да, там, что делать. Единственное, что, ну, в графике есть какие-то ошибки есть, и вот мы вот этот режим таких промо-подписок, мы их даем, в том числе, чтобы отлавливать сейчас такие ошибки, это всякие, да, там детские болячки, поэтому присоединяйтесь в группу тестировщиков, там точно будут всякие для активных пользователей всякие хорошие бенефиты вот, в будущем. Те, кто нам value приносит и указывает на ошибки, мы всегда их стараемся исправлять. Я вот не знаю, как Вот. правильно сформулировать вопрос, который у меня сейчас возник в голове. Ну, то есть Гермес, да, Мгм. вы его как-то дополнительно обучали, вот расскажите поподробнее об этом. Вот. А, Да, конечно, да. Ну, то есть у Мгм. него это там не просто Гермес, там это Гермес, у которого достаточно много под капотом стоит тулов на то, чтобы он умел работать в том числе с новостями. Есть классный функционал, которого нет ни у кого из наших конкурентов, да, там в виде Glassnode или CryptoQuant. Ты можешь его попросить, помощника этого, попросить делать тебе сводки новостей по интересующей тебя теме. То есть, например, давай вот мы даже прямо сейчас сделаем. А, Давай сделаем обзор новостей по экосистеме Тон, да, наши горячо любимые. Да. Вот. Что там Грамм, может, произошло? уже? Ну, блокчейн же еще Тон называется, да? Да, сколько там Да, грамм? все-таки да. Блокчейн еще тон. Да, что там произошло за Тот месяц? блокчейн еще тот. Да-да-да. И давай поставим эту сводку новостей в крон. Ну, прям так можно написать, и он будет. Присылай мне их каждую неделю в 13:00 по UTC плюс 3. Бум. Все. Вот он сейчас какой-то обзор нам должен сделать. Вот, мы посмотрим. Но вот такого функционала нет ни у кого. И здесь, например, стоит хорошая система сборки новостей у нас. То есть мы ее писали сами, мы собираем с большого количества источников, там больше 200 этих источников новостных, там производим дедупликацию этих новостей, ранжирование этих новостей, да, там и так далее. И у нас вот эта система сборки, она учитывается ну, во-первых, с ней умеет работать наш агент Гермес, во-первых. Во-вторых, она включается в создание отчетов и там какие-то сводки по макро, да, там по новостям, которые имеют отношение к активу. Вот по любому активу наш Бадди умеет делать репорты. То есть, несмотря на то, что у нас в основном сейчас покрытие только по биткоину, да, здесь ну, Бадди умеет делать много репортов. То есть это действительно умный бот. Видите, он уже контекст начал сжимать, правда. Вот, но бывает Мгм. такое. Посмотрим. Вот, и знаешь, что важно? Вот просто вот ты сейчас рассказал про новостную вот эту Мгм. вот систему, да, которая ищет новости. И вот просто в современном мире иногда кажется, что ты можешь пойти к АИ и спросить, Мгм. и типа, и все. Вот. Хотелось бы узнать ценность Blocklands. Вот что вы сделали, чтобы он делал это качественно и действительно выдавал хороший результат? Вот. Да, Да, вот есть какие-то еще штуки, которые делают, ну которые вы вот сделали? да, первое, что мы сделали, это сам движок по генерации этих отчетов, да, там, то есть отчеты действительно делаются, ну, такие серьезные, то есть я вот там покажу, он, наверное, должен сохраниться. Сейчас вот здесь он мне, наверное, откроется. То есть вот отчеты он создает в целом неплохие, и там и по макро делает обзоры, и это сразу с графиками нативными. То есть это такой отчет, который экзекутив, там, или управляющий, или там просто аналитик может прочитать и сразу получить качественный ответ. Это не слоп, да, там, который тебе, например, даст
Антропик, да, ну, Вопрос. точнее так, Антропик тебе даст неплохой отчет, но он не будет базироваться на реальных фактических данных, он будет собирать с разных источников, источники там разной степени достоверности, вот, где-то он тезисы вообще некорректные может давать. Здесь же мы как бы создали такую систему, которая позволяет тебе ну, опираться на данные выверенные, проверенные, да, там отсев происходит всяких неточных данных, да, там каких-то данных, у которых статистической значимости нету. Вот, и ты по итогу получаешь такие отчеты, которые дают тебе вообще в целом actionable items, да, то есть вот, например, вот мы его попросили, да, там оценить где дно, а он нам взял и вероятности там еще какие-то оценил, вот, то есть вот в целом мы вот такую штуку пытаемся сделать, чтобы он давал именно хорошую качественную аналитику, которую мы через себя пропустили. Это раз. Два, мы здесь собираем, ну, другие тоже это делают, вот, поэтому мы здесь, наверное, не сильно отличаемся, но мы, например, вот, если там смотреть про дэшборды, да, и мы говорили с вами про, там, в чем еще может быть наше отличие, например, мы создали уникальный дэшборд, который никто не показывает, который позволяет вам анализировать, как вообще расходуют свои битки различные группы холдеров, и вы можете кастомизировать это сами. То есть вот здесь вы можете задать ваши собственные метрики длительности, да, там для разных когорт участников, и прямо смотреть, кто как тратит свои битки там понедельно, по дням, по месяцам, какая у них там прибыльность позиции. Вот, Илья, у тебя был вопрос, да, как же так, есть же те, кто там, в прибыли сидят, да, там все равно. Вот, и ты, смотря на то, как расходование происходит битков, ты можешь сделать в целом неплохие выводы. Вот, то есть вот, например, да, там можешь посмотреть, как у тебя различные когорты тратят битки и сколько из этих битков потрачено с прибылью, да, там какая доля, сколько с какой-то умеренной прибылью, сколько с убытком, где у тебя вообще капитуляция, да, там просто фиксирует убыток и так далее. И как это в динамике меняется, и ты можешь тут разные периоды выбирать. То есть мы идем в зону такого профессионального, глубокого ончейн исследования. То есть вот мы сюда целимся, потому что мы сами вот так копаем глубоко, и часто бывает так, что данные, которые Glassnode дает, например, да, там, или CryptoQuant, они поверхностные, и часто бывает, что у них там вообще ошибки есть в данных исходных. Или они там задним числом эти данные меняют за полгода. Вот. Собственно, там причиной, почему начал появляться BlockLens, был вот этот факт. Вот, у одного из провайдеров. Как бы, не обязаны рождением BlockLens ему. Вот. Наверное, вот такие вещи хотел сказать. Готов еще на вопросы поотвечать. Ты знаешь, Да. справедливости ради, стоит отметить, я не совсем понял утверждение долгосрочный инвестор и прибыль. Вот, например, возьмем простой бытовой долгосрочный человек берет биткоин на какую-то часть там своего дохода и для себя решает, я буду держать там, допустим, год, там 2, то есть долгосрочно. То есть, и, соответственно, в моменте он может быть в минусе, может быть в плюсе. Он же не будет заниматься, этот долгосрочный инвестор, оценкой. Он даже закрыть, смотреть туда не будет. Психологическая защита, чтобы не смотреть, все. Я положил на год, через год посмотрю и сделаю выводы. И поэтому говорить такое словосочетание «долгосрочный инвестор сейчас он в убытке», мне кажется, не совсем корректно. Давай отпарирую. Вот смотри, ты говоришь про какого-то конкретного долгосрочного инвестора. Если ты начинаешь всех агрегировать в среднем, безусловно, есть среди них когорта, которая вот так себя ведет. Купил и забыл. Да, там и посмотрел, и как бы и открыл через 3 года. Вот, и вообще не рыпаешься и ничего не делаешь. А есть и другие. Есть те, кто купили и посматривают на свои графики, там ежемесячно, например, отчетность собирают и так далее. И вот если ты по ним будешь усреднять, и смотреть, как себя вот это усредненный, да, и такой долгосрочный инвестор ведет, то вот эти паттерны поведения, они просматриваются, да, то есть есть закономерности непосредственные. И вот про нереализованную прибыль, да, мы говорили. Вот он график нереализованной прибыли. То есть это уже постфакт,
моментум и в среднем, то есть это уже то, что Да, случилось, как оно есть. да. Мгм. И ты можешь бить на эти когорты вот здесь. То есть вот здесь у нас нереализованная прибыль краткосрочных холдеров красненьким, да, то есть и убыток, то есть если она вот там вверх, вниз там идет, вот, и прибыль. Хорошо, я понял. То есть не понял, ну давай развивать тему. Давай вот челлендж такой, раз уж у нас тут искусственный интеллект работает, роботы работают, свободный человек. Меня всегда, как обычного пользователя, волновала такая подмена понятий. Когда у нас есть какая-то монета, у нее есть supply, у нее есть цена, и берут, умножают это на другое и говорят капитализация. Бабах. Мгм. Это самая большая подмена понятий. При этом у нас есть возможность исторически оценить, например, по графикам покупка, то есть сколько реально купили какую-то монету в рынок, то есть зашло какое-то количество денег, продали, ушло с этой монеты денег. Мы можем заставить искусственный интеллект посчитать, сколько реально денег, не просто умножением, а сколько реально денег зашло в систему, сколько из нее вышло, и на основе этих входов и выходов реальных денег сделать какой-то вывод. Ты прям подвел, спасибо тебе большое. Ты подводишь к к анонсу модели, которую я сделал. Это максимально грамотный комментарий рассуждения. Совершенно верно, аналитики как раз додумались, что он-чейн, да, там данные позволяют тебе это оценивать. И ввели понятие реализованной капитализации. Что это такое? Это когда ты умножаешь все биткоины, которые в непотраченных выходах лежат, на цену, когда они в эти непотраченные выходы попали. То есть примерно это ты проксируешь то, сколько денег было потрачено на покупку этих биткоинов. Предполагая невольно, что все биткоины, которые вот тогда передвинулись, были куплены. Что нет среди этих биткоинов, да, там биткоинов, которые были просто передвинуты по какой-то причине. Вот. Это не сильно большая ошибка, особенно если ты смотришь разницы, да, вот этой реализованной капитализации. Вот. И вот так ты все биткоины, которые в непотраченных выходах лежат, умножил на цены, когда они туда заходили. Вот. И ты получил реализованную капитализацию. Действительно, вот эта метрика, да, это прокси на то, сколько денег совокупно зашло в рынок. То есть вот здесь можно смотреть. Я еще добавил здесь график такой красивый, по которому можно смотреть реализованную капитализацию в разрезе по когортам держателей, да, то есть чтобы было сразу видно, когда они покупали. Вот. Но смысл в чем? Вот если мы на сумму этих всех показателей будем смотреть, да, то даже давай я просто, чтобы нас не рябило в глазах, мы вот так сделаем. То есть вот у нас там, на первом цикле пик реализованной капитализации был примерно 91 миллиард долларов. Да? То есть это 91 миллиард долларов потраченных денег было на битки. Если смотреть на второй цикл, да, то у нас пик был 462 миллиарда долларов. Ну, где-то вот здесь. То есть вычитаем 90, да, у нас получается 370 миллиардов зашло вот отсюда, от этого пика до этого пика. Да, понятно, вот здесь что-то выходило, немножко выходило, да, то есть отток был небольшой. Вот как раз, когда кто-то фиксирует убыток, это считается как отток капитала из сектора. И самое интересное, да, сколько же капитала зашло там в текущем секторе. Вот было в пике 462 миллиарда, ну или одна, если смотреть, да, там 379 вот здесь миллиардов, да, вот это дно, крах FTX, вот это все, 380 миллиардов у нас здесь капитализация. Ну и смотрим, где у нас вершина, триллион 200, триллион 100 миллиардов, да, то есть, ну, примерно там 600-700 миллиардов зашло вот в текущем цикле. И я тоже думал об этом, что на самом деле цену-то драйвит приток капитала по-хорошему. Вот. И проблема существовала в ончейн-аналитике в том, что дно все умеют определять достаточно неплохо, да, потому что это видно очень хорошо, что когда у тебя цена падает ниже, чем себестоимость долгосрочных холдеров, тогда дно. Или же эквивалентный тезис, да, что когда у тебя нереализованная прибыль обнуляется у всех участников, суммарная, да, там, то тоже это, ну, тут точно это событие совпадает с тем, когда у тебя цена падает ниже долгосрочных холдеров. Вот, то есть вот раз, два, то есть каждый раз, когда рынок обнуляется по факту, да, в нереализованной прибыли, тогда мы находим дно. А как определить вообще вершину? И эта задачка со звездочкой, на самом деле, для аналитиков, она вообще непростая, там без сложных моделей не обойтись. Мы вот этот подход к снаряду сделали, мы его двухстадийно делаем, то есть мы его делаем шаг первый.
построить некоторую модель, которая позволяет тебе определить вот эту зависимость. А что будет, если у тебя заходит там капитала X, то какая будет цена? Вот. И наоборот, чтобы была достигнута цена, например, Y, да, сколько должно зайти капитала. И вот мы такую модель построили, это длинное исследование, оно там, мы его объясняем, какие формулы, то есть вот здесь так немножко пролистаю, да, там вот это все, то есть там с объяснением, с историческим подходом, как чего, вывели эту формулу, как моделировать цену в зависимости от того, что было в прошлом, там много разных слагаемых в этой формуле, да, и они все по-разному моделируются, мы там исследуем ядра расходования, да, там различных этих двух групп участников, они у них очень разные, их по-разному моделировать надо, ну и так далее. Но смысл в том, что нам удалось создать некоторую модель, которая с неплохой точностью позволяет вам прогнозировать, какая будет цена в пике на цикле, там, следующем, да, то есть вот, например, к сентябрю 2029 года мы с вами обсудили, что цена будет вот, что будет пик. Но мы ничего не сказали, а где этот пик может быть. Вот. И первый, значит, шаг, который мы сделали, мы построили модель, которая позволяет вам определить в зависимости от притока капитала, какой может быть цена. Вот. У нас эта модель, мы ее сделали аккуратно, методически корректно, да, там walk forward применили, да, что ну, там, моделирование на будущее, оно учитывает только данные о прошлом. То есть мы не заглядываем в будущее, когда моделируем. Единственное, что мы из будущего берем, это вот фактический приток капитала, который случился. Вот, потому что в нашей модели зависимая переменная – это приток капитала в будущее. То есть вы сами делаете предположение, сколько зайдет капитала там, к 2029 году. И вот если у вас там предположение, что зайдет чуть меньше, да, там в 1,5 раза меньше, чем в предыдущий цикл, да, в предыдущий цикл мы посмотрели, что зашло 700 миллиардов. Вот если 460 миллиардов зайдет, то цена будет 130 тысяч баксов в 2029 году. Вот, если зайдет триллион, да, то есть в 1,5 раза больше, чем предыдущий цикл, то цена будет в районе 205 тысяч. Если зайдет там 1 300 000 000, то есть в 2 раза больше примерно, да, ну чуть меньше, чем в 2 раза, то будет цена 240 тысяч. И вот такого никто еще не сделал. То есть это такой первый подход к снаряду, это достаточно серьезное исследование, я его сейчас пытаюсь там промотировать по разным большим криптомедиа. По факту, наверное, первый раз я на публику рассказываю про это исследование, поэтому Web3 Voice сила. Вот, значит, что еще хочется сказать? Да, это точно. Да, можно отсекать нереалистичные оценки. То есть, например, да, там Кэти Вуд в своем ARK Invest прогнозе говорит, что в 2030 году биткоин может стоить $1 миллион. Ну, когда-то она говорила, да, сейчас они все начинают съезжать с этих оценок. Но смысл в чем? Чтобы биток был к лету 2029 года, ну или там к осени 2029 года, $1 миллион, реализованная капитализация должна измениться на $7,5 триллионов. То есть в 10 раз больше, чем было притока, да, там, вот в предыдущем цикле. Нереалистично, да, очевидно, сразу для всех. Вот, потому что вот этот приток капитала, он падает. Мы это с вами только что посмотрели, мы видели, что он там сперва вырос там, в 4 раза, потом в 2 раза, и сейчас вот непонятно. По нашим оценкам он вырастет в 1,5 раза, триллион зайдет в реализованную капитализацию вполне себе, и там 200 тысяч по биткоину мы можем увидеть вот, к осени 2029 года. Вот. 500 тысяч под большим вопросом. Да, то есть вот 3,3 триллиона должно зайти. Как бы тоже мы считаем нереалистично. То есть вот все оценки выше там 250 тысяч, на наш взгляд, это спекуляция. То есть это когда Хорошо. люди... Слушай, вопрос у меня возник интересный, мне кажется, прямо имба вопрос. Проценты дохода от реализации этого вопроса, пожалуйста, на мой счет. Так вот, смотри, ты вот обозначил некоторые подходы и некоторые условия. А можем ли мы вашу систему, так сказать, построить гипотезу, там, допустим, такую-то, да, и отслеживай условия вероятности исполнения этой гипотезы? То есть там, допустим, модель построит гипотезу, что биткоин будет стоить там к такому-то числу столько-то. Для обеспечения, для вероятности этой гипотезы он скажет, вот, должно произойти эти показатели, и она будет отслеживать в каком-то периоде, какой-то периодичностью эти показатели для того, чтобы менять вероятность этого прогноза.
Там даже, знаешь как, вот эти модели, они невероятностные, да, то есть они строгие, ригидные у нас. Там можно вероятность вводить, да, там это чуть более сложная просто модель получится, там не на 50 страниц исследования будет, а там на 300. Вот. А скорее правильнее методический подход такой, что модель должна адаптироваться к входящим, поступающим данным и свой прогноз обновлять. Вот. И вот эту штуку мы ее добавим как дэшборд, там для enterprise юзеров, соответственно, там прям можно будет смотреть, а что модель прогнозирует. И мы для удобства вообще в нашем репорте, да, там вывели формулу, которая позволяет прикинуть, что будет получаться. Вот формула есть. Ну, формула для цены, эта формула, она справедлива конкретно к текущему циклу, потому что она от цикла к циклу меняется. И мы искали, а какой формулой можно аппроксимировать, да, там, по вот эту вот вершину, в зависимости от притока капитала. И вот такая формула у нас получилась, вот ее можно сейчас использовать. И понятно, что если приток капитала будет заходить, да, там он может идти лучше нашего исходного прогноза, хуже прогноза, да, и вот здесь уже можно будет адаптацию делать. Это как бы шаг номер 0, который мы сделаем. И шаг номер 1, который мы будем делать, это вторая часть этого исследования. То есть сейчас у нас это вот капитал, да, входящий капитал в сектор, это так называемая экзогенная переменная, да, внешняя. Вот, то есть пользователь сам ее должен как-то для себя сформулировать. Но понятно, от чего она зависит. Она зависит от макро, да, вообще от ликвидности на всех рынках, от того, как, чтобы SM2 там глобальным, да, там агрегатом и так далее. Вот. И это у нас, это будет вторая часть нашего исследования, соответственно, где мы попытаемся спрогнозировать на 3 года вперед, а что же можно ожидать в криптосектор от притоков. Вот. Там, естественно, будет и учитываться конкуренция с другими секторами, с equity-секторами, там, с золотом. Вот пока мысли такие, это сложное исследование. Вот, мы до него, я не уверен, что быстро доберемся, потому что его надо через себя провести, да, там разные гипотезы оттестировать. И само вот это исследование, даже эта модель, она у нас месяца 3, наверное, формировалась. Сперва там в головах, как там вообще какой подход к снаряду сделать. Там тестировали разные гипотезы. Была гипотеза, что заходят участники, у которых меньше требуемая норма доходности, а раньше участники были с более высокой нормой доходности и так далее. Вот эта гипотеза не подтвердилась, например, у нас. Да, то есть у нас Слушай, подтвердилось, что Евгений, участник вообще... я хотел тебя настроить на лад современного восприятия реальности. Отмечу, характерная особенность восприятия современной реальности и эпохи заключается в том, что человек уже начинает привыкать к тому, что он делает запрос и получает результат. Отвечая на мой вопрос, типа, есть ли у вас такая фича, ты начал использовать классический подход. Мы об этом подумаем, мы это сделаем. А было бы интересно, наверное, большинству аудитории современной, которая смотрит на те или иные сервисы с использованием искусственного интеллекта, как построить запрос, а можно ли поставить такой запрос в вашу систему сейчас, и что можно делать сейчас. И вот мне интересно, сейчас я могу сказать, слушай, искусственный интеллект, у меня есть гипотеза, что цена биткоина зависит от вспышек на солнце и лунных циклов, давай построим мне модель, выстрои эти, так сказать, какие-то опорные точки и отслеживай все эти показатели и проверяем мою гипотезу. Вот прямо сейчас в вашей системе это можно сделать или нет? Да, можно. Но у тебя получится плохой результат. Сразу тебе скажу. Понятно. Ну, слушай, результат – это уже другой вопрос. Мне интересно, то есть нас, мне кажется, вот мне лично хочется понять возможности вашего инструмента, раскрыть, так сказать, вопрос сисек. Да, но смотри, вот пример. Как раз мы шуточно сидели с друзьями, там обсуждали, что может ли ретроградный Меркурий реально влиять на объем торгов. Вот, потому что есть люди, которые прям по ретроградному Меркурию там торгуют. Вот, что была гипотеза, что эта когорда, она как-то существенным образом может влиять на объем торгов. Прикольно, я думал, ты просили... Эльяр придумался в голове только что. А это такое реально существует, Нет, оказывается.
Не-не, и вот прям, ну, вот история, она все помнит. Вот я задавал вопрос Баде, и специально мы как бы это выясняли. Вот, ну и там он как бы сделал ни ценового, ни объемного сигнала. Он проверил эту гипотезу быстро и так далее. Но то, что Ильяр говорит, в целом можно Баде попросить, и он это будет как-то делать, но качество этого, естественно, будет не очень высоким, потому что, как мы понимаем, ну, Контекст не тот, короче. да, да, да. Ну смотри, ну Вот. Сергей, тут важно понимать, что вот кажется, что идея там с ретроградным Меркурием, она как бы такая не научно необоснованная и все такое, но здесь на таком вопросе мы проверяем возможность системы. И понятно, что кто-то будет гадать на графейной гуще, выстраивать свои гипотезы, и инструмент ему будет позволять. Кто-то другой же возьмет реальные показатели, там, не знаю, рынок свободных денег в Соединенных Штатах или еще что-то, построить какую-то свою модель и закинет ее в вашего бади, и он будет это делать уже более уверенно. Цель вопроса понять, есть ли возможность так запромптить ваш текущий инструмент и получить отслеживаемые показатели гипотезы модели. Все, я тебя понял. Сразу отвечу, скорее нет, и скорее мы даже будем против того, чтобы наш бади так использовался. Почему? Мы скорее выступаем здесь как платформа, которая дает хорошие надежные данные для ИИшки пользователя. То есть у нас есть вот здесь система, да, которая позволяет тебе, ну, там, используя свою API-шку, вот, подключить, соответственно, там Claude и так далее, и он по MCP будет использовать наши данные. Вот, и использует он их очень хорошо. Например, мы там очень многие сейчас исследования готовим с помощью Claude-кода, да, который хорошо понимает всю нашу внутрянку, понимает, какие методы можно получать от нас и так далее. И мы, например, его там просим, а давай вот это исследуем, а давай это исследуем, а как это соотносится с этим. И он уже опирается на наш сервис, как на warehouse данных, да, вот как на склад данных. И вот это как бы основная цель использования нашего сервиса. Потому что, понимаешь, мы никогда не станем хорошо конкурентными с тем же Claude-кодом, да, там, или, ну, там, с ChatGPT, вот в этих вещах, потому что у них неизмеримо больше инвестиций тратится на это все. Вот, это там неравная гонка точно совершенно будет. А то, что мы хорошо можем делать, да, и то, до чего не дотягиваются руки у фронтирных моделей, это исходные данные собирайте, какие-то факты собирайте, да, которые могут быть ценные и которые могут обогащать модели пользователей. Вот, и поэтому мы здесь скорее топим за то, чтобы пользователи нас использовали как источник данных для движков, которые они сами строят с фронтирными моделями. Вот это будет хорошая синергетичная работа, да, там, и сильно лучший результат будет достигнут. То есть не стоит ожидать от нашего бади, да, там, что он будет работать лучше, чем Claude-код. Нет, безусловно, нет. Вот, у нас такой цели не стоит. Слушай, а вот ты упомянул MCP и всякое такое. А ты знаком с таким трендом, который мы недавно рассматривали на наших предыдущих выпусках? Кстати, подписывайтесь, смотрите эти наши выпуски. Мы собирались с мистером, как же зовут его, Митя Грошевский, вот. И он рассказывал про память и говорил о том, что модели сейчас, точнее весь как бы тренд искусственного интеллекта движется от модели центричности, то есть моделей, то есть когда мы делаем упор на модели, к data-driving, то есть к памяти. В связи с этим возникает вопрос, а работали ли вы в направлении поддерживаемой и какой-то развивающейся, обучающейся памяти, ну, исследования, которые можно делать с помощью вашего сервиса? Да, да, мы исследовали различные системы памяти. То есть у нас непростой Гермес стоит. Мы туда прикрутили две системы памяти, которые нам показались достаточно выигрышными, которые его хорошо обогащают. Вот, у нас есть система памяти Honcho, вот, она юзер-центрична. То есть это то, что пользователь спрашивает, как он себя ведет, стиль общения с этим пользователем, сохранение переписки с ним, вот, и так далее. И вторая система памяти – это Hindsight. Это объективная система памяти, которая позволяет тебе сохранять факты, вот, делать выводы из этих фактов, так называемый дриминг, да, там происходит, вот. И вот эти две системы памяти, они в чем-то ортогональны друг к другу. Но если ты их обе прикручиваешь к своим агентам, у тебя агент становится очень четким, ты ему один раз что-то сказал, запомни вот это, и он к этому всегда может вернуться. То есть он не будет глючить, там, не будет терять это в контексте. Если он вдруг это что-то будет терять, ты можешь ему подсказать, посмотри в Хинсайте, друг. Вот. И
он начинает работать сильно лучше, сильно стабильнее, и поэтому мы сейчас перестали, например, переживать за то, что, ну, как же так, там, фронтирные модели, да, там, обрубают доступы, там, не американцам, там, различным категориям, там, других стран, да, вот, поэтому вот мы за это перестали переживать, потому что open source модели, да, или там китайские модели, которые такие ограничения налагают, они уже не так плохи, то есть они на хорошем высоком уровне, а если ты к ним еще прикручиваешь нормальные системы памяти, которые хорошо там, позволяют агентам помнить твою инфраструктуру, да, задачи, над которыми ты работаешь, то работает незаметно практически по качеству, там, может быть, чуть-чуть хуже, чем фронтирная модель. Вот, поэтому, да, мы такие штуки анализировали, мы их вшили в сервис, и у нас весь BlockLens, он тоже с помощью там и native подхода развивается, естественно. То есть у нас там пачка агентов построена, которая там отвечает за разные блоки этого проекта, да, там что-то за маркетинг, что-то за продажи, что-то за финансы, что-то за разработку, за DevOps и так далее. И у них у каждого свой слой, у них свои системы памяти, общение друг с другом, там фронт-джобы свои и так далее. Вот, то есть мы вот этот подход, мы его прошиваем везде. Илья, ответил? Да, Или выглядит, да. не в ту сторону? Ну, слушай, на самом деле, как бы выглядит интересно, а как бы это можно было бы, что ли, увидеть, ощутить? Потому что мне, вот смотри, важный момент, опять же, возвращаясь к нашей современной эре действительности. Если раньше можно было, опять же, говорить, мы там подумали, мы сделали, мы сделаем, то сейчас это прямо уже, ну, как бы, вот смотрите, вот у нас работает вот так вот, бум-бум. Пром такой раз и показал. Что можно вот показать эдакое, где память реально работает? Вот прямо сейчас можно что-нибудь такое вычислить? Пу-пу-пу-пу-пу. Хороший вопрос. Не знаю, наверное, нет. Наверное, я так не покажу. Ты просто чувствуешь, что у тебя агент лучше стал работать. То есть, знаешь, вот когда там выходит новая версия, да, какая-нибудь там ChatGPT, и все таки о, да, он прям лучше стал работать. Ты это чувствуешь. А там под капотом куча харнеса, да, там в виде там всяких систем памяти, всего остального там и так далее. Вот, здесь то же самое. То есть ты этого не видишь, но за счет вот этих вот таких невидимых харнесов вокруг этой LLM-ки, агента этого, у тебя просто работать сильно лучше становится. То есть вот он же не просто так вот это нам, да, дал. Это же не только скилл у него по выводам, откуда он данные эти там собрал и так далее. То есть он это берет в том числе из того, что он знает, где искать, где смотреть, как структурировать эту информацию и так далее. Я Вот, поэтому... подкину. Смотри, я подкину мысль, давай подумаем. Короче, смотри, как я понимаю, вообще все вот эта память, дата-центричность, она появилась исходя из того, что есть там ряд статей, так называемое разложение контекста называется. То есть, когда модель наполняется некоторым контекстом, то она начинает глючить. И чем больше мы наполняем контекст, то есть и вопрос управления этим контекстом становится краеугольным. И как раз на этот момент приходит память. И было бы интересно посмотреть, может быть, есть какие-то чаты, сейчас ты вспомнишь, или подумаем на следующий стрим такую историю создать. Короче, я себе так представляю, пользователь задает вопрос модели, и при этом используется память. Пользователь исследует какую-то гипотезу, делает какое-то наблюдение. При этом, при том, что у нас задействована память, а не просто голый контекст какой-то модели, у нас нет деградации, скажем так, того, что должна сделать модель. И за счет наличия памяти долгосрочное наблюдение за каким-то явлением появляется реально действительно более точным, более не теряется контекст, модель не забывает за счет того, что у нас есть память. Я себе так это представляю на практике. Можешь добавить? Ну, да, так и есть. То есть просто мы это не просто представляем, мы это ежедневно видим.
То есть, условно, я прошу, там, давай мы там проверим, почему у нас там плохо сайт из России открывается, да, там, потому что там есть блокировки всякие, Роскомнадзора и так далее. У нас за Cloudflare стоит движок. Вот, и мне агент начинает там говорить, ой, я не знаю, как туда зайти, да, ну, то есть у него, я понимаю, что у него переполнился контекст, и он уже не держит то, что там, ему там при запросах, когда ты что-то не знаешь, у него стоит четкая инструкция, посмотри в Хинсайт, да, там, или в Хончо, вот, и так далее. Я ему просто даю напоминалку, говорю, ну, ты зайди в Хинсайт, посмотри, и все, что ты мне тут рассказываешь. Вот, и по итогу это работает. То есть он потом, да, точно, пум-пум-пум, все сам пошел дальше делать. То есть мы это видим, это еще, знаешь, не нашивно прошито, это работа самих разработчиков LLM, вот этих моделей, да, фронтирных, чтобы они хорошо с этими системами памяти работали. Вот, возможно, потому что мы прикручивали отдельно к нашим агентам, да, эти системы памяти. Но в целом мы уже сейчас можем пользоваться вот этими фактами устойчивой, хорошей, качественной работы, когда у тебя агент не деградирует со временем. То есть нет ситуации, когда он себе там сделал 100-500 скиллов, да, и у тебя агент просто перестал выполнять исходные скиллы, которые ты там отстраивал, да, там, неделями. Вот, а он перестроился там на какой-то левый скилл, который он сам себе создал, да, там, через 5 недель после этого. Вот, то есть вот это мы не наблюдаем. То есть мы наблюдаем хорошую, стабильную работу вместо этого. Вот я так, наверное, отвечу на этот вопрос. То есть здесь как бы это интересная тема. Мы ее копнули один раз, потому что увидели деградацию у агентов, и у Бадди тоже были там эти проблемы. После прикручивания мы поняли, что да, классная система работает, она нас устраивает на текущий момент. Если что-то получше появится, да, там по системам памяти, ну, прикрутим ее. То есть мы вот здесь Хорошо. такой утилитарный. У меня последний вопрос, и дальше я передаю микрофон Глазику. Дай 3 задачи потенциальному человеку, который заинтересовался вашим сервисом и пошел на него. 3 задачи, на которые он должен взять и попробовать их реализовать с помощью вашего сервиса, чтобы ощутить мощь и перспективу дальнейшей эксплуатации вашего сервиса. 3 задачи. Домашнее задание. Сгенерировать отчет, который позволяет тебе определить, как макро события влияют на биткоин. Вот максимально широкая, да, там первая задача. Вторая задача, например, сейчас, просто тяжело уже как-то так сообразить, какие еще можно задачи, там вот просто люди все разные. Ну, например, да, там человек, который связан каким-то образом с медиа, да, там сделай хорошие обзоры, которые тебе говорят про там, поведение различных участников блокчейна. Ну, сейчас немножко дженериково, да, получается, но тоже так сложновато как-то сразу Ну, сказать. слушай, на самом деле, это я хотел так навскидку. Если на скидку не получается, можешь потом вдогонку, мы шоу-ноты добавим, хорошенько продумай. Так что, потому что же мы потом обработаем, там вот это видео загрузим, и в шоу-ноты добавим 3 домашних задания от тебя, чтобы пользователь смог увидеть Всю силу. да, всю силу, да. Да, Подумай. супер. Глазик, Э, твой микрофон. Да, я хотел бы просто закончить с Blocklands, ну, в плане закончить его понимание. И я видел даже борд, видел АИшку, с которой можно общаться, она дает какие-то большие развернутые прогнозы. Вот, да. Тут есть... Что у вас тут есть? У вас есть дашборд, графики, которые ты тоже Да. можешь себе здесь сохранять. Да, может сохранить. Из прикольного, кстати, да, вот то, что Мгм. вообще никак не показали, для тех, кто хочет свое что-то строить, например, да, давай сейчас какую-нибудь реализованную цену возьмем здесь. У нас есть функционал, он тоже есть, например, у Glassnode, вот, и мы его сделали таким функционалом здорового человека. Ты можешь формулы здесь добавлять над метриками, вот, и они у тебя динамически будут простраиваться. То есть ты там захотел какой-нибудь построить там SMA, там 2, взять реализованные цены краткосрочных, да, мы берем там SMA, пишем М4 за 30 дней. Бац, пум,
поставили сюда, вот она у нас простроилась. И для тех, кто любит такую четкость, ну вот все сразу, у тебя появилась метрика твоя, да, формульная, ты ее сразу видишь, она у тебя отображается, ты можешь этот чарт сохранить там, Мгм, мгм. храниться, то есть это все оно А работает. можно ли И эти Мгм. чарты добавлять сразу же в контекст? То есть, вот, например, мы хотим пообщаться по поводу вот этого конкретного чарта. Да, в целом можно его пошерить, то есть А, можно окей, то есть прям, прям вот да, то копируешь есть его можно ссылку? А, да, вот нет. так Мгм. даётся ссылка, все, и ты ссылку отправляешь, и В все, и человек баде. открывает прям. А если в Да, баде да. ты его хочешь вот засунуть? И он в данном Бади контексте будет общаться, да? То есть в этом графике? Бади знает, что ты на этом графике, он тебе прям может М, рассказать, что на этом графике написано. То есть Бади То есть может как... тебе даже, ты его можешь Мгм. попросить графики построить тебе. И он тебе построит разные 6 график. То есть у нас прям отдельно здесь есть Вот функционал у это Бади, интересно, Бади кстати, Build. очень удобно. Да. То есть Бади это такой помощник вообще по сайту, с которым ты пообщаться можешь, пошутить и новости выбрать и получить какие-то крутые данные, отчеты сделать и попросить что-то сделать. Он тоже это знает, умеет, у него скиллы под это прописаны, он знает, как здесь что вызывать, он делает это сразу правильным. Вот. Ну, еще тоже такие какие-то хорошие штуки. Вот этого нет у других, да, то есть можно здесь по разным осям, можно здесь добавлять разные оси, что-то перекидывать, сюда какие-то метрики, да, там на отдельную ось, можно слои менять, да, там, как если там какие-то area чарт, да, ты делаешь, что ты их там можешь менять друг перед другом. Вот такой вот редакционной штуки, которая делает тебе график красивым, понятным для тебя и для твоих пользователей, ее у других нету. Вот, то есть мы ее постарались сделать такой специально, чтобы, ну, во-первых, мы сами любим хорошие объяснимые графики, вот, поэтому мы сильно заморочились тем, чтобы это выглядело хорошо. Вот, вот такие штуки еще у нас есть. Супер, прикольно. Так, ну и мы закончили, да? Давайте поговорим про подписку, сколько это стоит и вот все про это. Да, все просто. Так, Прайсинг. сейчас здесь у нас, да, прайсинг, момент. Давай, я же здесь за логинен. Вот. По подписке у нас три плана. Фришный простой, там данные за год, не все метрики доступны, то есть нет метрик, которые касаются реализованных всяких показателей, реализованной прибыли, потому что они важны для хорошего анализа, и это то, на чем мы пытаемся зарабатывать, монетизироваться. Вот, соответственно, у нас есть подписка помесячная, годовая. Годовая дает скидку эффективно 17%, то же самое для интерпрайсов. Вот, Enterprise, это там доступно все, очень широкие диапазоны, соответственно, там можешь общаться с бади, кучу сообщений. В Pro аккаунте у тебя по бади лимитированный доступ, да, там 50 сообщений ты в день можешь отправлять. Ну, этого достаточно, чтобы ты свою какую-то аналитику получил, но заабузить, например, да, там, чтобы он тебе постоянно там какие-то ресерчи в формате workflow делал, не получится. Вот, на Enterprise это в целом можно попробовать сделать. Я, честно говоря, сам вот 1000 сообщений никогда еще не выгружал. Вот, значит, что у нас по API-шкам? API-шка доступна и на Pro, и на Enterprise режиме. У Glassnode, например, только в Enterprise режиме, и то они там начинают чаржить отдельно. Вот, то есть в этом смысле мы такие более технологичные, доступные для пользователей, то есть можно API-шку использовать, и мы хотим, чтобы нашу API-шку использовали. Мы подразумеваем, что пользователи будут не сами это использовать, а будут использовать их агенты. Вот, то есть можно агенту просто скормить API-ключ и сказать: друг, пожалуйста, вот используй BlockLens, у меня там есть Enterprise доступ, давай с тобой посмотрим, что они умеют. И по-хорошему ваш агент сам по MCP-шке должен суметь подключиться к нему, выгрузить данные, построить вам график красивый прямо в Телеграме. Вот, то есть вот эта штука, она хорошо работает, мы над этим корпели долго, вот, чтобы это заработало. Вот, то есть мы такие AI-friendly, agent-friendly ресурс, и делали его изначально под это. Вот, всякие продвинутые, супер продвинутые метрики, да, там cost basis distribution, там вот эти вот дэшборды хитрые, там у нас в планах расширить количество дэшбордов, и для enterprise появится, и для Pro аккаунта дэшборды. Ну вот, как бы будем дальше развиваться, будет расти количество метрик интересных данных, которые мы будем покрывать. Вот, то есть вот в этом плане
Вот так. По сетям у нас работает сейчас пока только биткоин. Вот. Следующий на подходе будет эфир. То есть он еще не готов. Потом хотим тон, наш горячо любимый. Вот. И трон, и все остальные сделать. А, Но как бы это сложные штуки, вот, поэтому, возможно, здесь задержки с имплементацией, но сейчас пока сфокусировано, чтобы добить продукт хороший по биткоину, потому что на нем еще Слушай, у нас... а вот тут возник каверзный вопрос. А будет ли у вас такие специфические монеты, как Эвер или Акинаки? Думаю, что нет. А что? Вот. В будущем, думаю, что появится. Вот. Смотрите, то есть мы эту штуку запускаем как сервис, который дает экономическую ончейн-аналитику, да, то есть вот по тону, да, точнее так, по Эверу, экономическая ончейн-аналитика в целом ясна, да, то есть вот по большому... Кому-то ясна, кому-то нет. Да, никому, да, нету этого, знаешь, как сказать, целевой аудитории. Нет, Вот, слушай, а подожди-ка, твой вопрос, в принципе, понятен, но, опять же, из классического мира, до эпохи искусственного интеллекта. Мне не очень понятно, чего вам стоит добавление монеты? То есть, по идее, это же как бы должно быть, ну, скажем так, ничего вам не стоить, вроде как, кажется. не, Или я нет, ошибаюсь? это кажется, да. Потому что у тебя каждая сетка, это свой формат, мы поднимаем свою собственную ноду, то есть мы ничьи данные не покупаем агрегированные. То есть мы сами исходим из сырых данных, то есть нам надо полную ноду поднять, нам надо ее обработать, агрегировать эти данные, вот, проверить и так далее. То есть там даже эфир поднять, это задачка со звездочкой. Почему? Потому что у тебя там смарты, понимаешь, да, у тебя там куча ERC-20 токенов, их просто немеренное количество, то есть тебе там их надо все проанализировать и так далее. Вот, то есть это сложная задача, бэкэнд задача. Ответ понятен, но не до конца. Смотри, технически я понимаю, да, сложность. С другой стороны, не очень понятно, почему вы не хотите использовать сторонние данные. То есть если взять сторонние данные, вы потратите меньше времени на подключение какой-то новой монеты. Если пользователи есть, они будут пользоваться, они будут окупать, возможно, оплатную стороннюю подписку. Ну, короче, почему вы именно хотите свою ноду поднимать? В чем смысл? Да, потому что когда ты делаешь аналитический ресурс, ты часто, если покупаешь сторонние данные, это не гарантия того, что эти сторонние данные качественные. Вот, ты даже можешь попытаться их проверить, они какое-то время будут качественные, а потом вот как произойдет то же самое, как у нас произошло с одним из провайдеров как раз ончейн-аналитических данных. Мы как фонд использовали ончейн-аналитику там, от двух ресурсов, от Glassnode и CryptoQuant. Я не буду говорить, кто. Вот, но в какой-то момент времени, да, год назад, я смотрю, и за полгода данные из даунтренда, вот, за полгода, представляешь, дневных данных, у тебя появляется аптренд. То есть они меняют данные без объявления войны за полгода. Вот, и это, конечно, сильно нас огорчило. Вот, внятных объяснений, почему эти данные поменялись, как они поменялись и так далее, мы не получили. Нам сказали про алгоритмы кластеризации и так далее. И мы поняли, что надо считать данные самим. Вот. Если ты не считаешь данные сам, то ты не можешь быть в них уверен. Вот мы в таком суровом мире живем. Поэтому у нас принцип такой теперь. Мы на чужие данные не полагаемся. Потому что вот бывают такие ситуации, да, когда ты какие-то данные, особенно если ты эти данные перепродаешь. Да, то есть, если ты их как-то агрегируешь, начинаешь перепродавать и так далее. Вот в этом возникают определенные сложности. Вот. Мы посмотрим, возможно, какие-то, знаешь, ну, все-таки там в тоне много специфики, да, то есть там по-другому же блокчейн работает, вот, он не EVM compatible. Вот, поэтому там, возможно, нам придется в любом случае какие-то такие низкоуровневую агрегацию брать, вот, у кого-то. Но пока настрой у нас такое делать все самим. Вот, чтобы не дай бог, не напороться на чей-нибудь косяк. Супер, это разумно. Ам, Исходя из вашего промо, Да, да, следует то, что люди могут получить там Enterprise подписку. Сколько эта подписка у вас да. стоит на год?
На год это $9000, если за год сразу платить. Если платить помесячно, то это получается сколько? 10 800. Вот. Хорошо, Поэтому интересно. А тогда подписка подскажи, как это работает, промо, промо? да, Мгм. промо мы даем на 2 месяца. Вот, и поскольку мы сейчас в процессе раскатывания основных фич, да, добавления всего, что у нас там заготовлено, мы это промо периодически продляем. Поэтому вот пока что это на 2 месяца точно для всех. И есть вероятность того, что те, кто сейчас зарегистрируется, есть вероятность, что мы это промо закроем в какой-то момент времени. Вот. А есть вероятность того, что мы его продлим. Вот, поэтому пока так, то есть 2 месяца это точно, а дальше там по Ну, то обстоятельствам есть в посмотрим. месяц получается $900, да? И вот если Да, 2 то есть месяца, $1800 можно сказать, что Web3 Voice $1800 своим подписчикам дает. Про да, наш ресурс ссылка в описании, так мало. скажем. Да, да, ссылка в описании. Наш ресурс пока активно не маркетируется, поэтому вот так, да. Через такие каналы продвижения мы сейчас работаем. Мне почему захотелось, я вот с тобой, Андрей, связался, потому что а, вот, комьюнити Web3, оно такое цепкое, смотрит, любит анализировать многие вещи, и мне вот это нравится, и хотелось рассказать какие-то свои, во-первых, ожидания по рынку, вот, и, ну, во-вторых, представить ресурс, кажется, что он полезен вообще для комьюнити будет. Да, супер. Я думаю, нужно закругляться. Что бы ты еще нам рассказал напоследок, и как бы ты мог еще, не знаю, обобщить все, о чем мы говорили сегодня? Да, ну, первое, такой важный тезис, я его сейчас часто обсуждаю, ко мне приходят, ну, я общаюсь с инвесторами, говорят, слушай, а ты что, получается, сейчас сидишь в кэш полностью, если ты ждешь дна рынка там на 41-48 тысяч, да, в этом диапазоне, или там 41-45? Я говорю, да нет, конечно. Вот, то есть вот эти все индикаторы, оценки по дну, по времени, по всему остальному, это все вероятностная штука. То есть такой, во-первых, это not a financial advice, да, как говорится, не финансовый совет. А во-вторых, нужно помнить, что это вероятностно, все может измениться, цикл может поломаться, поэтому вот тактика у нас чуть более хитрая, то есть мы позицию ближе ко времени начнем набирать вообще независимо ни от чего. А до этого момента мы расставляем лимитные ордера. И мы уже частично набрали биткоин, да, там у нас там средние по каким-то есть пулам достаточно близкие там, к текущим ценам, это хороший результат. Вот, по каким-то пулам они на повыше цены, но в целом как бы совет для всего комьюнити сейчас не ускоряться с набором позиций, да, там, если биткоин как бы сильно, ну, приближается к 50, это, безусловно, хорошая точка, на мой взгляд, для покупок. Вот, если он там сейчас по текущим ценам 60, то тоже не стоит его набирать как сумасшедший, а сохранить, как говорят американцы, да, dry powder. Вот, то есть вот этот сухой порох на то, чтобы была возможность докупиться, когда будет совсем плохо. Это первое, что хотел сказать. А второе, все там сейчас переживают по поводу strategy, что вот вдруг скоро они начнут массово продавать, ужас, ужас и так далее. Мы смотрим на их financials, то есть в целом они в нормальной устойчивой ситуации находятся. Им сейчас пока еще не так плохо, как им будет осенью, вот, по нашим прогнозам. И вот осенью будет хороший момент истины, но по нашим ожиданиям они его пройдут. И тем, кто любит торговать с плечом, да, там, и вот какие-то там, не знаю, на фьючерсах, да, особенно там что-то с биткоином делать и так далее, мы все же за такие безопасные истории более, за спотовые рынки и торговлю без плеча. Вот, но все же те, кто любит плечевую торговлю, более рискованно, можно посмотреть на Strategy. У нас есть отдельный раздел, да, посвященный как раз Digital Asset Treasury компаниям. Вот, и тут прям есть и по MicroStrategy можно смотреть. Он как раз для про-пользователей, да, вот я сейчас залогинюсь. И тут много данных есть. Мы все это собираем, и среднюю себестоимость можно там смотреть у Strategy, да, какая она, как она меняется, и как они себя будут вести, и финансы их потом мы подтянем сюда отдельными дашбордами. То есть вот в этом смысле тот, кто хочет пощекотать нервы, вот, смотрите на Strategy и смотрите пристально на Strategy, особенно пристально осенью. Вот, когда у них дисконты по нашим прогнозам будут максимальны. Вот такие пару тезисов полезных хотелось рассказать.
Спасибо, было очень интересно. С вами был Web3 Voice, и с нами был Сергей Джуринский. Всем пока. Сергей, пока. Спасибо, что пришел. Спасибо большое. Было Да, очень спасибо огромное. полезно. Я думаю, можем повторить в любой момент. Если что-то новое появится или какие-то новые функции на сайте, на вашем, вообще Да, всегда готовы. будем давать апдейты. Да, с удовольствием. Спасибо огромное, что пригласили. Было приятно пообщаться. Андрей, Ильяр, спасибо за вопросы. Классные, мне очень понравилось.